Вторая сказка про удивительные приключения мальчика Цветана и его друзей называется «Волшебный лес». Сегодня я вам прочитаю 14 главу, которая называется «Деревня Хохотушки». Через некоторое время дети уже шагали по улице деревни, но кругом было тихо и скучно. Не ходили люди, не бегали собаки. Казалось, что даже ветки деревьев не колышутся от ветра. А над ними низко-низко висела огромная лиловая туча, которая уже закрыла почти все небо. Было темно, как в сумерки, и немного страшно. Но дети не хотели показать друг другу, что не боятся, только крепче взялись за руки и продолжали идти посередине пустынной улицы деревни. «Почему жителей-то никого не видно?» – удивился Цветан. «Может быть, они думают, что еще рано, потому что эта туча весь свет закрыла. Вот и спят себе», — ответила ему Роза, оглядываясь по сторонам. «Да нет», — возразил мальчик, — «тут что-то другое». Наконец, дети вышли на деревенскую площадь, в центре которой стоял крытый колодец, а около него то ли задумалась, то ли уснула какая-то женщина с ведром воды. «Простите, пожалуйста», — вежливо тронула ее за плечо Роза, чтобы не испугать. «Как называется ваша деревня? И почему никого не видно? У вас что-то случилось?» Женщина посмотрела на девочку сонными глазами, взяла свое ведро и медленно пошла к дому. Вот она все же остановилась, обернулась и сказала: «Ничего не случилось. У нас давно уже так, с тех пор, как скоморох загрустил». И она не спеша пошла домой. «Скоморох? Веселый скоморох?» — почти хором воскликнули дети. «Он здесь живет. А где? Где его дом?» «Там», — махнула женщина рукой и скрылась за забором. Дети радостно зашагали в сторону, куда указала эта сонная женщина. И вскоре в конце улицы увидели очень странный домик с маленьким садиком. Когда-то этот дом с башенками и флюгером в виде петуха на крыше был разрисован диковинными цветами и раскрашен яркими красками. Но теперь краски поблекли, смылись дождем, башенки наклонились в разные стороны, и даже флюгер был как будто бы сбит на бок. А в странном садике была всего одна клумба, в центре которой рос маленький хилый цветок маргаритки, а вокруг него пышно разрослись все возможные сорняки. Около клумбы стояла скамейка, на которой, сгорбившись, сидел человек неопределенного возраста, одетый в какие-то старые выцветшие лохмотья. Когда дети подошли поближе, то они увидели, что на покосившихся воротах дома криво висела доска, на которой было красивыми буквами написано: «Здесь живет веселый скоморох». А перед словом «веселый» были нацарапаны две черные буквы «не». То есть получилось: «Здесь живет не веселый скоморох». Дети переглянулись. Из рассказов бабушки они знали, что скоморохи — это веселые музыканты, певцы, плясуны. Без них не обходится ни один праздник. А тут они увидели какого-то грустного человека в лохмотьях. Но все же решили подойти и расспросить, что же случилось с ним, почему стал он не веселым скоморохом. А что с ним случилось, вы узнаете в следующей главе, через один день. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте.